Здорово! Первая часть Mass Effect меня приятно удивила, а про вторую говорят, что это буквально лучшая часть серии. Но встречаются и те, кто в нее плюются и говорят, что тут много чего попортили. Так что после прохождения первой части я почти сразу побежал проверять, как оно Это работает на самом деле. Ну и кто не видел первую часть, обязательно посмотрите. Подсказочка где-то у вас всплывет. Погнали. Начав игру, нам показывают, как огромный корабль, облепленный космическим калом, нападает на нашу родинку Нормандию и по факту с пары выстрелов разносит ее практически в щепки. Команда начинает сваливать на спасательных капсулах, а Лиара в это время носится по кораблю в каких-то космопамперсах. Ну реально, посмотрите, что это. И говорит, что Джокер еще не ушел с корабля, а Шепард, как настоящий капитан, бежит спасать своего рулевого. Прибежав к Джокеру и попытавшись его вытащить, он начинает орать, что он не бросит Нормандию. И вообще. Я уже часть корабля. Но мы все-таки убалтываем его, забираем и садим в спасательную капсулу. Нормандия рушится, а Шепард не успевает залезть в спасательную капсулу и его выбрасывает в открытый космос. Дальше показывают, как некая Миранда воскрешает Шепарда с помощью каких-то супертехнологических примочек. Нам дают по-новому выбрать внешность персонажа, класс и так далее. Но так как я все перенес с первой части, решил ничего не трогать и оставить как было. Чуть позже Шепард открывает глаза, все трясется. Миранда говорит, что на нас напали и нужно как-то вставать и идти помогать. И тут я заметил небольшое изменение в механике, которое, по крайней мере, меня порадовало. Теперь оружие больше не перегревается, как в первой части, а у него появились патроны. Плюс враги теперь ведут себя не как фулл-баланчики, а хоть как-то начинают прятаться и юзать хоть какую-то тактику. Плюс сама стрельба начала ощущаться как-то более плавнее, что ли, поприятнее. Короче, кайфы. Пройдя чуть дальше, мы встречаем нашего первого спутника Джейкоба. Помогаем ему отбиться от каких-то роботов-ебоботов, и он нам рассказывает, что Шепарда 2 года восстанавливал проект Цербера Лазарь, во главе с той самой Мирандой, лицо которой мы видели в начале. Цербер — это такая недовоенная организация, которую за ее действия и методы работы в целом не очень любит большинство из тех, с кем нам предстоит пообщаться по ходу игры. Пробежав чуть дальше, мы встречаем вот такого лысого мужичонку, и он утверждает, что Миранда нас всех предала. И вообще напали на нас из-за нее. В общем, мы уже все вместе бежим к выходу, пробиваясь через всю эту мехомразь. Лысик открывает дверь выхода, где его пули в лицо встречает Миранда, поясняя нам, что на самом деле он предатель, и он хотел нас тут всех вообще завалить. Мы садимся в челнок, там Миранда спрашивает нас о нашем состоянии и говорит, что нужно будет встретиться с призраком, главой Цербера. На станции первым делом бежим с ним попиздеть. Но, конечно же, не лично, а как Сарен с советом чисто через голограмму. Там Шепард задает довольно логичный вопрос. Зачем он потратил такую кучу денег и времени на создание целого проекта по воскрешению Шепарда? Призрак отвечает, что пока Шепард сладко спал, пропадали целые колонии людей. И он уверен, что это дело рук жнецов. Они же пожинатели из первой части. Но никто не хочет этого признавать, и вообще большинство забыло про их нападение как про страшный сон. Поэтому для противостояния нужен именно Шепард, который уже давал отпор жнецам ранее. Шепард отвечает, что подумает об этом, и нас отправляют на последнюю похищенную колонию, где нам нужно разузнать, кто все-таки их похищает. Прилетев на планету, людей там действительно не оказалось, а только снова ебуные роботы. Мало пошарив там, встречаем Тали, которая, мягко говоря, в шоках, что мы живы и теперь работаем на Цербер. И она рассказывает, что в этой колонии был еще ее товарищ, Витер. Они его ищут, и мы решаем им тоже чуть-чуть помочь. Чутка пошарившись по этой колонии, находим его запершегося в комнате в, мягко говоря, шоковом состоянии. В состоянии ахуя. Попытавшись его разговорить, он начал бредить про каких-то монстров, рой, и тут появляется новая механика. Нужно во время разговора кликнуть правой или левой кнопкой мыши, чтобы выбрать, как ты будешь поступать, как герой или же как отступник. Короче, дальше он показал камеры, где какие-то крылатые ёбики воруют людей, которых покусали мухи, и их парализовало. Джейкоб рассказал, что это коллекционеры. О них практически ничего не известно, кроме того, что это очень древняя раса, которая живет по ту сторону ретранслятора Омега-4. Мы решили спасти Витера, а взамен он даст нам данные, которые у него есть. И уже с этими данными нас встречает призрак на созвоне, который, конечно же, доволен нашей работой. Наконец-то хоть кто-то со времен первой части доволен нашей работой. И говорит про то, что подтвердилась его информация о том, что это дело рук коллекционеров, а это уже первая победа. Также он рассказывает, что ни один корабль, прошедший через Омега-4, не вернулся назад. И самая убедительная теория заключается в особенности ретранслятора, который просто не пропускает чужих. А это еще одно доказательство, что коллекционеры работают на жнецов. Призрак говорит, что нам нужно с ними сразиться. Мы отвечаем: нихуя ты придумал, я вообще тут один, если что. На что он дает нам основной мейн-квест по сбору новой команды. Дает досье тех, кого он считает лучшими вариантами, и приглашает одного из моих любимых персонажей по совместительству лучшего пилота Джокера. И Джокер нам рассказывает, что после смерти Шепарда его почти сразу же списали. А когда он услышал про нас, то без колебаний и хоть и с небольшим недоверием к призраку, пошел работать на Цербер. Тут мы подходим к окну, и он нам демонстрирует новую Нормандию СР-2, на которой теперь еще и вшит искусственный интеллект Сузи, с которой Джокер будет очень смешно цапаться всю игру. Ну и мы отправляемся за нашими первыми компаньонами. Для начала я решил отправиться на Омегу, нанять там ветерана и завербовать Архангела с профессором. И вообще эти охуительные погоняло дал. Потому что эти три гаврика просто сидели на одной точке. Омега же из себя представляет что-то
что-то типа инопланетного гетто, где шныряют разного рода преступники и всякая инопланетная мразь. Там прямо на входе нас встречает Заид Массани, который отрабатывает удары на заключенном, который чем-то разозлил местного толстосума, и тот заплатил Заиду за то, чтобы он достал его живым. Мы обмениваемся с ним любезностями, и он сразу же присоединяется к нашей команде, так как ему просто отвалил ловешки Цербер. Плюс он хочет, чтобы мы помогли закончить ему одно его личное дело. Он гоняется за каким-то чудиком, который сейчас стоит во главе синих светил, с которым у нас, кстати, будут стычки на протяжении всей игры. И он хочет, чтобы мы помогли ему его выкурить с завода, на котором он сейчас засел, и использует там людей как рабов. Сам этот квест, да и в целом все последующие, мне показались куда более проработанными, чем в первой части. Они какие-то, что ли, более личные для персонажа, а не просто «помоги, потому что так надо». И хоть в процессе игры выполнять его квест я не очень хотел, потому что персонажа поначалу показали довольно харизматичным, но ему просто не завезли диалогов. То есть ты к нему подходишь, жмакаешь на диалог, а он просто ширяется в тебя повторяющимися фразочками. И все. Но под конец игры я все-таки решил выполнить его квест, так как посчитал, что будет как-то нечестно выполнить все остальные просьбы, а на него забить болт. В общем, в его квесте мы прилетаем на планете, на которой находится этот завод, и встречаем Видо Сантьяго, звучание имени которого мне почему-то напомнило Вита Скалета, который кидается пафосными фразочками и грозит Заиду своей кучкой вояк в синих трикошках. Но Заида такой мелочи не испугать, и он выдает несколько пуль в Вида, на что тот усмехается и говорит, что Заид стал слишком стар, и даже попасть по нему не может, на что Заид с пафосным видом выдает это. Дальше он решил устроить еще больше бум и подрывает ворота, из-за чего Шепарду пришлось даже выдать ему чепалах, за то, что он рискует не только своей жизнью, а еще и чужими. Дальше, как и в первой части, мы пробиваемся через разных чубриков по коридорным локациям, которые, как и противники, стали куда разнообразнее и прикольнее. После не самых легких файтов мы догоняем раненого Вида, он начинает плакаться Заиду, умолять его не убивать, может ты еще мамочку начнешь звать, говорит Заид, и как в лучших боевиках кидает в лужу, где сидит Вида, раскаленный патрон. Тот сгорает, и Заид чисто как крутой мужик, не оборачиваясь на взрыв, уходит в закат. Не, ну я же говорю, не квест, а тупо старенький боевичок, кайфы. После каждого такого квеста, кстати, у наших спутников появляется одно доп. Умение, что-то типа ульты. И, конечно, отношения с ними тоже улучшаются, но у Заида дополнительных фразочек даже не появилось. Но мы переходим ко второму, кого я повстречал. По шествию по Омеге я записывал в бар, где нас даже пытался отравить местный бармен. Настолько тут бандосское местечко. Мы выходим на Азаре, которая тут захватила, по сути, власть. И она нам подсказывает, как выйти на Архангела. Он чем-то там насолил местным группировкам, и сейчас они все вместе пытаются его выкурить из башни, в которой тот засел, и тупо отстреливают их, как в той самой игре про собаку и уток. Ну а мы можем к ним присоединиться и с их помощью найти его. Так и делаем. Синие светила считают, что мы, как и большинство, будем просто пушечным мясом, которые лягут еще на подходе к нему, и отправляют нас на челноке к основной группе. Нам показывают, как этот архангел просто как мешки с говном раскидывает солдатиков. Но нам же надо было просто найти его и завербовать, так что недолго думая, я, вооружившись, как и в прошлой части, снайпой, раскидываю этих чудиков, которые на него охотятся, и пробиваюсь к нашему снайперу. А он при виде Шепарда снимает шлем, и оказывается, что это наш старый дружище Гарус. Тут я просто уписился от счастья, увидев знакомое лицо, и понимаю, что он все-таки будет в нашей тиме. Да и тем более, как казалось по ходу игры, авторы над ним реально прикольно поработали. Его сделали таким сорви головой, который еще и будет отпускать там всякие шутеечки в сторону Шепарда, и вообще в общении станет куда круче, чем в первой части. В общем, мы с ним болтаем о житухе, там расспрашиваем его, что он тут вообще забыл. Это как бы, ну, остановочка для всякого космического мусора и отребья. И он нам рассказывает, что ему осточертела бюрократическая срань цитадели, и он решил стать этаким Бэтменом в космическом масштабе, ибо так, как он считает, сможет принести больше пользы этому прогнивающему миру. А тут для него прямо-таки своеобразный Готэм получается, куда ни выстрелишь, все равно в бандоса попадешь. И уже вместе мы неплохо так разбирались с отрядами наемников, пока не прилетел сраный корабль, от которого Гарус еще и обойму поймал. И теперь его физиономию будет украшать шрам, насчет которого он еще и на корабле отшутится, типа раньше, когда мы шли по улице, девчули обращали внимание только на него, а теперь у Шепарда появляются шансы. И также он говорит, что беспокоится о том, что мы теперь работаем на Цербер. Он слышал о них всякие гадости, но с нами готов на любую движуху. Так что все в целом гуд. Но вот квестик у него, к сожалению, очень коротенький, и выдает он его только под конец игры. Он рассказывает, что у него был свой отряд, но весь его положили из-за одного засранца, который его предал. И теперь снова Гарус, как и в первой части, винит в этом себя. Ну и нам предстоит его найти. Сначала в Цитадели находим вот такого телепузика, который зовет себя Тенью. На него мы вышли с помощью неких информаторов Гаруса. И чутка на него наехав, получаем довольно развернутый ответ, что Тень это вообще не он
так, чисто понтуется. А тот, кто нам нужен, находится на чем-то типа завода. И сидит он там, конечно же, не один, а с санами с синими светилами. Отправившись туда, чуть-чуть помахавшись с этими стрелками, мы выходим на Зубарева. Короче, этот лысик оказывается старым знакомым Гаруса, и он каким-то макаром знаком с Шепардом. Хотя в первой части я его не помню. В общем, рассказывать он нам ничего не захотел, так что Гарус немного попинал его, и он раскололся. После чего договорился с Сидонисом, это тот, кого ищет Гарус, что для его защиты он пошлет своего человека, а там будем мы. На прощание Гарус прострелил ему колено, чтобы его смогли найти менты, и мы поперли мстить. Гарус занял позицию, а Шепард пошел заговаривать зубы. И пока мы болтаем, Гарус целится, я, конечно же, выбираю вариант отойти с линии огня и позволить Гарусу выстрелить. Потому что, как будто бы это будет неправильно оставлять такое предательство безнаказанным. Да и кто я такой, чтобы мешать Гарусу? Просто посмотрите на него. Как ему вообще возможно отказать? В общем, Гарус стреляет, и голова ублюдка встречает пол уже с новой дыркой. А к нам в копилочку добавляется плюс один квест и Гарус со спокойной душой. После принятия к нам в супергеройское пати Гаруса мы отправились за профессором. Он оказался соларианцем, и оказывается он знает, так как был в первой части на планете, где мы устраивали бум Сарану. Оказалось, что он один из создателей генофага, если я, конечно, правильно понял. Если нет, то можете поправить меня в комментах. А тут он борется с какой-то заразой, которая неплохо так выкашивает народ. Из-за нее даже закрыли большую зону на карантин. И там творится еще какой-то больший пиздец и беззаконие. Сам по себе доктор прикольный, хоть и со своими странностями. И у него довольно забавная манера общения. Как я понял, эту особенность добавили всей его расе. И отсюда еще один плюсик в копилочку второй части. Начали индивидуализировать расы. Браво. Квест по его принятию и его доп-квест в целом не очень интересны, потому что там просит найти своих помощников. Но в первом случае, когда мы его вербуем, помощник просто остается вместо него, а вот во втором он чутка ёбнулся и начал искать лекарства против генофага довольно ублюдскими методами, пытками и разными экспериментами над живыми. Но наш профессор этого не знал и думал, что его поймали и держат в плену. Ринулся его спасать, и мы, конечно же, помогли ему пробиться туда. А когда он увидел, что его ученик тут по своей воле, он разочаровался в нем и просто пристрелил, ибо считает такие методы неприемлемыми. Следующее досье, которое меня привлекло, называлось «Талантливая воровка». И за ней мы отправились в Цитадель. Это, кстати, был первый прилет туда после возрождения Шепарда. И прямо после высадки наше внимание привлекает рекламная голограмма, на которой, как только мы подходим, появляется вот такая тетя в капюшоне и начинает нас заебывать какими-то паролями. Но Цербер нам его выдал, так что мы на уверенничек говорим молчание золота и приглашаем ее на корабль. А она, оказывается, пизда пронырливая, туда уже даже свои шмотки занесла. И еще даже не попав на корабль, уже начинает нам накидывать про свой квест, что мы должны ей помочь попасть на прием к какому-то бандосу в особняк и что-то там украсть. Кстати, это второй и, к счастью, последний персонаж, у которого просто не прописаны диалоги. Ну а ее квестик представляет из себя прям какой-то шпионский фильмец. Мы попадаем на прием под фейковым именем и знакомимся с тем самым бандосом. Вынюхиваем, где находится комната, где спрятан диск с данными, которые нам нужно украсть. И Касуми, так зовут эту тетю, косящую под ассасина, говорит, что комната защищена 3 уровнями охраны. Голос, ДНК и пароль. Нам нужно все это найти и чутка пошарив по комнатам и определенное время поговорив с Хоком, мы все это успешно лутаем. Перед входом в комнату Касуми открывает статую Сарана и отдает нам наши шмоточки, чтобы мы в случае чего не просто в пиджаке бились. В общем, пока она пытается взломать витрину, чтобы забрать свой драгоценный диск, появляется огромная голова Хока, который говорит, что он знал все наперед, что Касуми придет, попытается забрать этот диск, и так как он подготовился, нам пизда. В комнату залетают наемники, роботы, кого-то только не было. Но мы показываем next level play, даем всем по сусалам и пробиваемся на крышу, где нас уже ждал Хок на ебучем звездолете. Тут я реально прям припотел, потому что все припасы с ракетицей я потратил по пути сюда. С третьего мы все-таки попускаем Сучару, Касуми забирается по трубам, тупо как Ямакаси запрыгивает на корабль, взламывает его, и карета Хока превратилась в тыкву. Реально, после этого он откис буквально с пары обоим. После этого уже на нашем корабле Касуми благодарит нас, говорит, что этот диск очень важен для нее. Я надеюсь, там хотя бы пару битков завалялось. Но нет. Вскрыв диск и чекая данные, оказалось, что там сохранены просто все воровские похождения с любовью всей ее жизни. И его предсмертное сообщение, в конце которого он просит ее уничтожить диск. Касуми сделать этого, конечно же, не может, так что делаю я. Дальше мы отправились в космический Азкабан. Тут реально из заключенных не только счастье, но и все дерьмо выбивают, которые тут обозвали чистилищем. Там нас ждет, как рассказали, самый опасный преступник и очень сильный биотик Джек, которую Цербер для нас уже любезно выкупил. На входе нас встретил надзиратель Курил. Шо Курил? Непонятно. Просит нас дать оружие в мерах безопасности, но Шепард как бы тоже не лох цветочный, и оружие мы не отдали. Камень я не дам. Нас отправили в комнату, где, как сказали, нас ждет заключенный Джек, и войдя туда, нас встречает только голос надзирателя, который, видимо, Рил что-то курил
убил и решил, что Шепард больше пользы принесет в качестве заключенного. Короче, захотел нас тупо продать. На что Шепард ему отвечает: слышь, старый, не гони, мы сейчас всю твою тюрягу разнесем и тебя к петухам отправим. И тут же врываются уже хорошо знакомые нам синие светила. Через них мы пробиваемся к камере, где из Джек мороженку сделали, ставим ее на разморозку, а она выпрыгивает: как, давай всех хуячить. Мы бежим ее догонять, потому что если ее не остановить, она тупо разнесет всю тюрьму и повторится заставка из начала игры, где Шепард в открытом космосе летит. Догнав ее, мы видим, что она ходит, что-то орет, и к ней чисто на крысичах подкрадывается солдатик, которого Шепард шотает, ибо надо показать, что мы все-таки на ее стороне, а то еще и нам пиздюлей отвесит. Шепард говорит, что мы здесь, чтобы тебя вытащить, так что не буксуй, на что она отвечает: слышь, голова-то разрисована, но тут тоже как бы сильно не пизди, а то сейчас Гарусу скажу, с тебя все эти ленточки послетают. Короче, она соглашается с нами пойти, но даже тут ставит свои условия. Она хочет пошариться в данных Цербера и посмотреть, что им про нее известно. Мы на это соглашаемся, не, ну а чё? Я Церберу как бы тоже сильно не доверяю, так что пусть лазает. Уже на корабле они сразу же кусаются с Мирандой, и это будет происходить еще не раз. Чуть позже она даже даст Миранде погоняло и будет звать ее черлидершей. Как персонаж Джек мне очень даже понравилось. Если действительно покопаться в ее характере и истории, то начинаешь понимать, что она не просто поехавшая быдло, а вполне ранимая и чуткая такая девчуля, которая просто так защищается. А еще говорят, что с ней одна из лучших романтических линий за все части Массача. Да и как компаньон она действительно оказалась очень полезна. Брал ее почти на каждую миссию и вообще ни капли не пожалел. Ну что ж, а теперь давайте перейдем к ее квесту. На протяжении игры она будет частенько говорить, что хочет кого-нибудь развалить. И вот в очередной раз, когда мы к ней придем, она начнет рассказывать, что ей уже доводилось иметь дело с Цербером, и первое, что она помнит из своей жизни, это дверь камеры на базе Цербера. Они там ставили над ней какие-то эксперименты, накачивали котиками, и все это тупо ради того, чтобы сделать из нее супербиотика. Более того, на той базе все, включая других детей, ее ненавидели. Файл, который мы ей дали, вначале были координаты этого места, и она хочет туда вернуться, чтобы сравнять там все с землей. Подлетев к этой базе, мы там все обшарили, Джек подробно рассказала, где что с ней делали, и как она оттуда сбегала. Также по пути нам встречались всякие разные записи, что-то типа отчета, как идут эксперименты, и тут я малость запутался. Джек говорит, что ее пытали и так далее, но на записях говорится, что все делалось наоборот, что эксперименты ставили на всех, кроме Джек, и даже не стремались летальных исходов. А вообще весь этот квест и в целом история Джек мне напоминает историю Оди из сериала «Очень странные дела». Забавненько так получается. Пройдя чуть дальше, мы встречаем челика, который тут прятался. Он говорит, что его зовут Ареш, и мы вторглись в его дом. Короче, это один из тех выживших детей, над которыми тоже ставили эксперименты. Но он, в отличие от Джек, увидел в этом пользу и хочет возродить проект. Джек говорит, что он ёбнутый, если хочет это сделать, но позволяет ему уйти. А мы тем временем устанавливаем заряды и валим на челноке на фоне взрывающейся базы. Дальше я решил нанять типа, который записан как воевода. Подлетев к планете Корлус, на нас сразу же напали Кроганы и синие светила, хоть они и бились между друг другом. Пройдя чуть дальше, мы встретили подраненного солдата из синих светил. Через допрос он поведал нам, что тут необычные Кроганы, они какие-то более яростные, а то и безумные. И, как я понял, они идут в местной лаборатории. И Шепард с командой подозревает, что воевода находится сейчас там же. На входе в лабораторию мы встречаем Ранну Тинопсис, которую мы отпустили в первой части из лаборатории Сарана. Она нам рассказала, что тут ее работы приносят исключительно добро для всех. И в целом она никому зла не желает. Короче, ну, труханула девчонка. Также она говорит, что главное тут Джедора. Это лидер наемников, которая хочет заполучить для себя армию выращенных Кроганов. Но мозгом всего этого безобразия является Акир. И у него вообще другие планы на этот движ. Мы заходим в лабораторию и встречаем того самого Акира. Он сходу нас упрекает в том, что случилось на Вермайере в первой части. Но мы объясняем, что вариков у нас особо тогда и не было. Так что давай, старый, там тоже не бухти. Он нам рассказывает, что почти нашел вариант, как обойти генофаг. Он просто будет выращивать Крогов в банке. И проблема решена. Мы просим его присоединиться к нам, но все, что ему надо, это сохранить первого удачно получившегося Крогана. Тут появляется Джедора с желанием сломать Акиру Хавала. Мы ему помогаем, и он решает, что лучшее, что он может сделать, это отдать нам Крогана, а сам просто подтянет время и даст нам возможность уйти. И вот так у нас появляется новый член команды Грюн, которого мы забрали на корабль. И только я решил открыть капсулу и поболтать с ним, как-то сучара полутонная нападает на Шепарда и втыкает его в стену. Сходу начинает выебываться, говорит: перед тем, как я тебя, сука, на твоем же корабле прикопаю, я хочу свое имя узнать. Но, кстати, Грюнт он сам себе и выбрал. Это вроде как значит вождь. Если я не прав, там поправьте меня. И единственное, чего он хочет, или как он говорит, чего жаждет его кровь, это хорошие драки. Но Шепард тоже долго ваты не катал, пистолетом к пузу поставил и говорит, что может помочь ему найти нечто большее, чем просто драку. Это его устраивает, и он остается с нами. Основной его квест начинается после пары
пары тройки проделанных других миссий. Мы приходим к нему в комнату, а он, падла, буянит там. Головой об стенки бьется, игрушки разбросал, говорит, кашу есть не буду, убивать хочу. Кровь кипит, вся фигня. Короче, у него начался переходный возраст, и нужно просто его притащить на родную планету, чтобы он прошел там некий обряд. Прилетели, в общем, на Тучанку, и только сойдя с корабля, нас сразу же отправляют обкашать все вопросы с вожаком клана. С первой части я помню, кто был принцем Кроганов, но никак не ожидал встретить его здесь. На троне сидит Рекс. С Шепардом они сразу перекинулись парой ласковых, вспоминали старые времена, и Шепард вкратце обрисовал картину происходящего с Грюнтом. Рекс сказал, что поможет шаман с его обрядом, и отправил нас к нему. Шаман так-то тоже оказался ровным дедом и согласился все сделать по красоте. Но тут нарисовался вот этот хуй и говорит, что против того, чтобы пробирочные проходили этот обряд. Короче, стоит, буксует до талого. Но шаман резко ставит его на место, говоря, что он будет решать, потому что он уже вовсю воевал, пока мать этой зеленки еще пешком под стол ходила. И не ему уж точно решать, кто настоящий Кроган, а кто нет. На этом мы порешили. Шаман отправил нас на поле испытаний, где нужно было продержаться несколько волн. Сначала против собак, потом против жуков, и в конце вылез вот такой глист из первой части. Только если там мы замахали его на тачке, просто поливая его ракетами, то тут пришлось валить его чисто на ноге. Но мы, бегая от него по всему полю и роняя кал, кое-как его забили. И только я обрадовался победе, как появляется этот зеленый со своей бандой и говорит, что не, ну ты, конечно, красава, что справился, но кому-то пробирочному я не позволю быть одним из нас. И сучару тоже пришлось попустить. По возвращению к Рексу и шаману оба говорят, не, ну вы в натуре красавы выстояли в этом испытании, конечно, многие, но глиста последний, кто замахал, был Рекс. Это было очень много лет назад. А то, что зеленого попустили, так ничего страшного, шел бы он лесом с мутасей сраный. А Грюнту сказали добро пожаловать в семью. И он с чистой душой отправился с нами дальше. Бить рожи всякой нечисти, зная, что у него теперь есть дом, в котором его ждут. Короче, кайфовый квестик на самом деле. Проходя его, я прям кайфанул. Он и в меру ржачный, и в то же время не задушил каким-нибудь бубнижом. Так еще и с Рексом повидались. Короче, ставлю классы. Ну и ты, если до этого момента досмотрел, по лайкосу жмакни, интересно было. Ну, дальше я уже не на шутку начал подгорать из-за отсутствия Лиары. Не, ну а чё, Шепард зря к ней яйца на протяжении всей первой части катил. Не дело. Подайте сюда эту жопу синюю. Но, как оказалось, во второй части ее просто нет. Про нее есть только целая, мать её, DLC. Так что, если хотите, чтобы я еще и про нее сделал отдельный небольшой видосик, напишите в комменты, я постараюсь выпустить его как можно скорее. Но чутка за спойлерю, DLC-шка реально прикольная. Если бы его еще чуть-чуть растянули, получился бы прям такой полноценный фильмец. Ну а сейчас потопали к следующему экспонату, за которым я прилетел на Иллиум. Сама. Эту маму Стифлера мы нашли в очередном квесте детективе, на который мы вышли после разговора вот этого пузатика и детектива, который расследует дело об убийстве. Мы слышим, что тут замешан юстициар, и понимаем, что это именно та, за кем мы прилетели. Как только детектив ушел, мы подваливаем к этому пузатику, чтобы узнать побольше. Но он не дал нам какой-то внятной инфы и сказал, что нужно сначала потрындеть с детективом. Зайдя в полицейник, детектив сходу кидает Шепарду респект за его ствол и спрашивает, чем может помочь. Мы говорим, что ищем Самару, но она говорит, что если у вас какие-то к ней вопросы, то решайте их позже в моем районе, а то разнесете тут все, еще и пару жмуриков прибавится. Мы говорим, мать, спокойно, мы к ней с миром. Чисто на задание по спасению мира ее пригласить хотим. На что она кивает своей синей головой и говорит, что если вы ее отсюда заберете, то я вас прямо сейчас к ней отведу. Ну, как-то прямо изи-катка получается. Нас пропускают на место преступления, где Самара ебашит об стены и допрашивает наемников из группировки наследия. Как только она, скажем так, заканчивает с допросом, она обращает внимание на нашу вошедшую команду. Представляется, чутка рассказывает о себе. Короче, она такой своеобразный местный супергерой, вершитель правосудия и все такое. Но при этом шею ломать она вообще не стремается. Она не против пойти с нами, но, как и для всех, для нее надо сначала выполнить задание. Просто раскрываем преступление, пока она сидит и ждет нас в участке. Ничего сильно интересного. После этого она присоединяется к нам в команду. Ну и ее квестик я бы тоже не сказал, что какой-то супер интересный. Суть такая, что она гоняется за своей дочерью, которая чутка поехала кукухой и стала маньячкой-клофелинщицей. Только убивает она своих жертв через просто поебушки с ними, вытягивая из них жизненные силы. Но квест этот крут тем, что тебе дают выбор, кого ты все-таки оставишь себе. Если встать на сторону дочурки, она убьет Самару, а сама присоединится к Шепарду. А если помочь Самаре, то ты просто доводишь дело до конца, и она убивает дочь. Я выбрал помочь Самаре, потому что ее дочурка Рил показалась мне какой-то больной на голову маньячкой. После вербовки Самары я решил, что пора отправляться за Тали. Мы прилетели на планету, где как-то очень сильно жарит солнце, что щиты выжигает. Нашли Тали, которая тут по зданию адмирала своего народа. Но после такого кошмарного задания она решила, что отправит им файлы и присоединится к Нормандии. А если адмиралам что-то не понравится, они могут катиться к чертям. Теперь она с нами. И тут мы сразу же перетекаем в ее квест, потому что он напрямую связан с ее вербовкой. Спустя какое-то время после ее задания ей приходит смс от ее флота, где ее обвиняют в измене. И к тому же ее отец состоит в совете, так что у него могут быть неплохие такие проблемы из-за всего этого. Так что проблемки мы летим решать. Прилетев на странствующий флот кварианцев, нас всех обеззаразили и объяснили, в чем обвиняет Стали. Они считают, что она привезла на флот активированных гетов для проведения какого-то секретного
эксперимента. Талия об этом, конечно же, ничего не знает и говорит, что отправляла только запчасти и детали. Дальше мы готовимся к суду, и защищать Тали на этом суду предстоит Шепарду. На суде мы пытаемся вбить в их голову то, что Тали не виновата, так как Тали просто отправляла отцу детали гетов. Но совет говорит, что никак больше не могут объяснить, как геты захватили их корабль, где находился еще и ее отец. И сразу же вываливают на нее инфу о том, что отец ее, скорее всего, тоже погиб. Тали в ахуе, я в ахуе, и мы решаем, раз такая возня, мы просто пойдем и зачистим корабль от гетов и вернем им его. А Тали просто отправится с нами. На что совет смеется над нами и говорит, что они уже отправляли несколько отрядов туда, и никто из них не смог вернуться. Но если мы готовы пойти на смерть, то это их вполне устраивает. И вот мы уже на корабле чисто втроем устраиваем гетам полную аннигиляцию. По пути находим тело отца Тали, она прощается с ним и говорит, что отец, если что-то и делал, значит это было не просто так. Но все-таки все это произошло по вине ее отца, и если мы расскажем об этом на суде, то в предательстве обвиняют не только Тали, но и еще и ее отца. Так что, возвратившись на второе заседание по делу Тали, мы первым делом рассказываем, что зачистили корабль, чтобы чуть-чуть расположить совет к себе. И после того, как мы это говорим, начинается сцена, которую я считаю нужно просто посмотреть, потому что это одна из лучших сцен в игре. Citadel. That should be all the evidence you need. But if you want more, I can present the Normandy, which Tali also saved from Geth forces, even though it's too quiet for her to sleep well. We still don't know what happened on the Alarai. No, Admiral, you don't. But you gave her my name. I'm her captain. I trust her with my life, and I'm telling you that she's innocent. And we should just trust this human's opinion? We placed Tali's life in the humans' hands. Would you doubt those words if they came from a Quarian, Captain? No. Based on the rest of the evidence, I suppose that I wouldn't. Are the admirals prepared to render the judgment? Tali Zora, in light of your history of service, we do not find sufficient evidence to convict. You are cleared of all charges. Commander Shepard, please accept these gifts in appreciation for you taking the time to represent one of our people. With all due respect, Admiral, I didn't represent one of your people. I represented one of mine. So you did, Shepard. This hearing is concluded. Go in peace, Tali Zora Vas Normandy. Kila Solai. Не, ну круто же. Тали теперь не просто в нашей команде, а действительно часть команды, часть корабля. Буквально это теперь ее имя. Тали Зора с Нормандии. Дальше мы снова отправились на Илиум завербовать наемного убийцу. И этот персонаж как будто специально вылеплен для девушек. Он такой с одной стороны суровый, брутальный, с другой манерный и загадочный. Короче, чисто Джеймс Бонд. Или тот же самый Том Круз из «Миссии невыполнима». И тут мало того, что нам надо его просто найти, так надо его еще и поймать, когда он выполняет один из своих заказов. Выходим мы на него, как обычно, через по сделки то с одним, то с другим челиком. И просто гляньте на это эпичное появление. Зовут этого глазастика Тейн. И он действительно наемный убийца. Причем один из лучших. Он не против помочь нам перед смертью, так как он болен какой-то неизлечимой болезнью, но так же, как и все, просит выполнить для него одну просьбу. Его сын пошел по его стопам, и ему хотелось бы это исправить. Сильно останавливаться на этом квесте я не буду, но не цепануло меня. Там просто надо сорвать убийство какой-то важной шишки его сыном, и после этого они поговорят, вроде как сын решит избавиться, и все. На этом весь квест в принципе закончен. Единственный прикольный момент в этом квесте, это когда мы допрашивали одного типа, и играли с ним в доброго и злого полицейского. Но что-то он не кололся, и пришлось играть в двух злых полицейских и просто мудохать его, пока он не заговорит. Ну и дальше я скажу, что, пожалуй, готов переходить к сюжету, так как остались только два персонажа, которые мне вообще не сильно понравились. Они мне показались какими-то посредственными, да и как их квесты в целом тоже. Может быть, со мной кто-то не согласится, но, насколько я знаю, Миранду в целом-то добавили для того, чтобы заменить Лиару на эту часть. А Джейкоб, ну, это Джейкоб, он просто солдат до мозга костей, и никаких особых приколов в нем нет. Так что, поехали в сюжет. После того,
того, как мы собрали команду и побывали в колонии, откуда похитили людей, призрак говорит, что выследил коллекционеров, и они готовят нападение, если уже не напали, на колонию, в которой сейчас находится Кайден. Это один из спутников из первой части Mass Effect. И у нас, по сути, нет особого выбора, придется ему помогать. Шепард, конечно же, не верит, что коллекционеры могли просто так случайно чисто напасть на именно ту колонию, где находится Кайден. На что призрак отвечает, что может они и не случайно нападают на колонию именно наших знакомых, а для того, чтобы выследить нас. Короче, отправляясь спасать нашего дружочка-пирожочка, подлетев к планете, нам показывают, как коллекционеры, почти не получая сопротивления с помощью своих мух, просто парализуют всех, кто там находится, и куда-то их забирают. Встретив первых из них, мы понимаем, что говорить они с нами явно не намерены. И начинается заварушка, в процессе которой появляется некий предвестник, который откуда-то тоже знает Шепарда. Мы от них отбиваемся и, пройдя еще несколько таких волн, связываемся с Джокером, который должен с помощью Сузи врубить защитные башни и дать всем коллекционерам по сапаткам. Пока они этим занимаются, мы сдерживаем сначала предвестника с его подсосами, а потом еще и каких-то зомби-гигачадов, которые не слабо так подорвали мне жопу, потому что возился тут я с ними около часа реального времени. Они меня просто шотали с пары тычек, но с горем пополам мы справились, и башни начинают дубасить по кораблю коллекционеров, что заставляет их бежать, роняя кал. Но они все-таки успели забрать с собой половину колонии. И тут выходит Кайден. Я думаю, мы сейчас с ним мило поболтаем, а может он даже пойдет с нами. Он начинает на нас наезжать, что мы не объявились, а он 2 года думал, что Шепард вообще-то мертв. Он и был мертв, голова-то соломенная. Короче, он все бухтит о том, что он страдал и все такое. А потом мы ему еще и рассказываем, что работаем с Цербером. Тут он вообще маму потерял и говорит, что мы чуть ли не предатели тут все, а он останется верен Альянсу и все ему доложит. Ябеда ебаный. После всего этого мы снова шуруем к призраку, где он опять доволен нашей работой, так как мы первые, кто дали отпор коллекционерам. Призрак говорит, что надо придумать, как заманить их в ловушку и накуканить. Чуть погодя, пока я собирал команду, Шепарда снова приглашает к себе призрак. Он говорит, что они перехватили сигнал с турианского корабля, который сейчас кошмарит коллекционера. И мы должны отправиться туда и найти какую-нибудь полезную информацию о коллекционерах, которая поможет нам добраться до их планеты. Подлетая на место, видим, что турианскому флоту удалось победить коллекционеров, и мы можем спокойно пошляться по кораблю коллекционеров. Пошарившись по кораблю, мы обнаружили много всяких приколов. Но главным было то, что коллекционеры — это бывшие протеане, историю которых мы знаем из первой части. Оказалось, что жнецы их не уничтожили, а превратили в своих ручных монстров. Плюс на этом корабле я нашел 3 уникальных пушки. Но, к сожалению, выбрать можно только одну. И, не изменяя себе, я забрал снайпу, которая просто отлично прошибает любую броню. На выходе с корабля нас ждали коллекционеры, и отбив их атаку, с нами связывается Сузи. Ней сообщает, что это была сознательная ловушка от призрака, но он переделал сигнал и спецом заманил нас сюда. Джокер чудом успевает нас забрать, и мы идем выяснять у призрака, какого хуя это вообще было. А призрак даже увиливать не попытался и говорит: да, я заманил вас туда, но в ваших способностях, Шепард, я не сомневался, а по-другому вас было не заставить туда полететь. Ты бы начал бубнить, что еще не готов и бла-бла-бла. Зато Сузи, пока мы были там, добыла инфу, что корабли коллекционеров и жнецов используют одну и ту же систему, свой-чужой, которая передает данные ретранслятору Омега-4. И он решает уже, кого впускать и кого нет. И нам предстоит заполучить одну такую себе. Для этого мы отправились на заброшенного жреца, которого как раз, возможно, вальнули в первой части. Но это чисто моя догадка. Там мы спустя один из, наверное, самых сложных файтов в игре находим эту систему и забираем с собой нашего последнего спутника, поврежденного Гетто, который рассказал нам, что вообще-то в целом они хотят закончить войну с кварианцами, а фулл враждебные Гетто — это те, которые служат пожинателям. Мы решили придумать ему имя. Но так как у Геттов один разум на всех, как у муравьев, надо придумать им всем сразу. Тут он цитирует Новый Завет и говорит: имя мне Легион, ибо нас много. На то мы порешили. Легион так Легион. Он тоже просит нас помочь ему вернуть на сторону добра его, так скажем, Геттов-еретиков. Мы соглашаемся, но погружаться в это я сильно не буду. Мы же уже по сюжету шагаем. Мы там просто после заварушки перепрошиваем Геттов, и все живут долго и счастливо. Ну и так как все наши дела окончены, отправляемся на финальный босс-файт. Но перед этим надо слетать на челноке и забрать вторую часть системы свой-чужой. И пока Шепард там всем этим занимается, на Нормандию напали коллекционеры. Похитили большую часть экипажа, и тут дали чутка поиграть за Джокера. Он там побегал, повключал все системы, чтобы передать управление Сузи, а она, в свою очередь, засейвила Джокера и открыла дверцу у Нормандии, чтобы весь этот мусор выкинуть. Ну и пора прыгать в ретранслятор Омега-4. И сразу после этой эпичнейшей кат-сцены я понимаю, что ну не зря я облазил столько планет в поисках разных ресурсов для корабля. И не зря я скупал фулл магазина у продавцов, когда видел что-то полезное. Потому что об этом говорят напрямую, когда мы влетаем. Сначала это дикая перегрузка для корабля, потом на нас нападают какие-то глаза, видимо, тех, кто выбрал вилку. Но Нормандия это все выдерживает, и лишь один глаз смог попасть в корабль и забрать часть экипажа. Насколько я знаю, не делая все эти манипуляции с кораблем, тут сразу же погибло бы несколько человек. А так мы просто отбиваем атаку внутри корабля, сдерживаем еще пару атак, и настало время пушек, на которые я потратил очень много бабок, и не зря, потому что они просто за один удар развалили корабль коллекционеров, такой же, как тот, который в самом начале игры просто как игрушку сломал первую Нормандию. Ну и с горем
пополам мы со своей бравой командой высаживаемся бить ебальники на базу коллекционеров. Перед выходом Шепард толкает пафосную речь, и сейчас мои страдания поощрятся второй раз. Не зря я проходил все доп-квесты спутников, потому что, как я прочитал уже после прохождения, если бы я это не сделал, большинство бы из них просто погибло, а может быть даже и все. Тут Шепарду предстоит выбрать, кто будет пробираться по трубам и отключать охранную систему, и кто будет управлять вторым отрядом. Для труб я выбрал Касуми. Она довольно неплохо справилась со своей задачей, а командиром для второго отряда стал Гарус. Я решил дать ему еще один шанс в управлении отрядом, и он меня не подвел. Мы довольно легко пробили через коллекционеров и нашли капсулы, в которых некоторые люди были еще живы. Вытащив их, нужен был человек, который пойдет с ними и поможет им выжить. Для этого я выбрал Заида. Также нам преграждали путь ебучие мухи, и нужен был сильный биотик, способный удерживать силовое поле и не подпускать этих тварей к нам. Для этого я решил, что лучшим вариантом станет Джек. Не, ну Рил, она всю игру показывала себя просто великолепно. Да и плюс под конец я ей какое-то улучшение купил. И она справилась. Мы с трудом, но все-таки пробились через мух и мешающихся коллекционеров. А вот Заид справился не до конца. Как я понял, людей-то он спас, но сам откис. Пресс-F мужичаря. Так мы пробились через еще несколько полчищ этих отродий и вышли на вот это чудо-юдо. Когда меня дошло, это человекоподобный жнец. И люди нужны типа для его подпитки и завершения создания этого монстра. Дальше происходит финальный файт, который как раз таки все и плюются. В том числе плюну и я. Так как я ожидал чего-то большего, чем просто высовывающаяся голова, которой нужно просто стрелять по слабым точкам. После отправки в бездну этого гига-терминатора на связь вышел призрак. И началась дилемма. Шепард заложил тут бомбы, чтобы просто все уничтожить. А призрак просто сохранить это, чтобы жертвы не были напрасны. И мы могли с помощью собранных тут данных поискать способ, чтобы дать действительно мощный отпор жнецам. Я думал над этим Рил долго и не знал, как поступить. Тут еще и Гарус с призраком согласился. Я решил, пусть будет так. И оставил данные призраку. Можете меня осудить за это в комментариях, но я сделал так, как сделал. Прохождение мое, я тут вообще сам играю, сам пою, сам билеты продаю. Ну и при побеге с этой станции у меня чуть дважды сердце не остановилось. Я думал, что точно откиснет кто-то, или Джек, или Гарус. Но нет, все выбрали живыми. Призрак сидит на созвоне с нами счастливый, мы с ним немножечко кусаемся, и Джокер просто отключает его. Вся команда нас приветствует, и Джокер передает нам, видимо, схему корабля жнецов. В последней сцене дают задел на третью часть, показывая, как летит просто армада этих кораблей и титры. Что ж, что могу сказать про вторую часть? Она стала куда кайфовее в сравнении с первой. Тут стало реально поменьше душки, побольше веселья, даже при всей этой атмосфере всенадвигающегося пиздеца. Геймплей тоже стал поприятнее, игра стала более динамичной, что ли, а персонажи более живыми. Сыграл бы я еще раз в эту часть? Скорее всего, да, но уже попозже и где-то за кадром. А сейчас пора идти записывать третью часть этой уже просто легендарной серии. Если тебе понравился видик, то не зажай лайкосик для автора, он вообще-то старался. Также в описании канала есть ссылочки на другие соцсетки. Ну и увидимся совсем скоро. Пока!